Hytale вышел в ранний доступ и сразу же дал сообществу создавать и запускать моды. Привет, я Нао. Добро пожаловать на канал NaoCraft Lab. Сегодня разберемся, где брать моды и карты для Hytale, как их правильно устанавливать и активировать. Не забудьте поставить лайк и погнали! На момент выхода первой версии в Hytale еще нет встроенной площадки для модов, но я нашел две сторонние. Первая — это известный всем майнкрафтерам CurseForge, который позволяет размещать моды для многих игр, а теперь и для Hytale. Здесь уже доступно более 80 модов и один мир на прохождение. Также я наткнулся на совершенно новую площадку Modifold. Она больше похожа на Modrind, так как создана исключительно под одну игру — Hytale. Но пока там ничего нет, так что сегодня будем качать моды с CurseForge. Заходим на главную страницу, выбираем Hytale, видим подборку проектов и разделы. Начнем, конечно же, с модов. Здесь уже можно выбрать или исключить проекты определенных категорий, отфильтровать по версии игры, она пока всего одна, и выбрать проект себе по душе. Например, Tree Harvester, который улучшает механику рубки деревьев в игре. Можем скачать последнюю версию по этой кнопке или перейти в раздел файлов и выбрать определенную версию. Это также понадобится вам, чтобы посмотреть зависимости модификаций. Да, мододелы уже успели выпустить несколько библиотек. Например, Tree Harvester требует библиотеку Hybrid. Давайте скачаем и ее. И вот, я уже скачал сразу несколько модов. Обратите внимание, что некоторые из них в формате jar, а некоторые в формате zip. Zip-архивы — это вроде ресурс-паков и дата-паков в Майнкрафте. Они не содержат Java-код, только файлы данных и ассеты. А вот jar-файлы — это моды, содержащие код. Здесь они называются плагинами. Вынужден вас предупредить, Java-моды могут сделать с вашим компьютером практически все, что угодно. В Майнкрафте уже не раз были скандалы, связанные с вредоносными модификациями, и с Hytale, возможно, то же самое. Даже модерация таких крупных площадок, как CurseForge, может что-то упустить, не говоря уж о том, что будет при скачивании jar-файлов с каких-то сомнительных сайтов. Так что ответственность лежит полностью на вас самих. Как же теперь установить скачанные пакеты и плагины? Для этого их нужно переместить в специальную папку. Но сначала вам, конечно, нужно установить и хотя бы раз запустить саму игру. Заходим в лаунчер и нажимаем шестеренку. Дальше кнопку перехода в директорию игры, переходим в папку User Data и видим там папку Mods. Перемещаем сюда все, что скачали. И готово. Теперь в настройках мира при его создании или даже редактировании вы увидите все установленные у вас моды и сможете включить или выключить их при помощи галочек. Игру, кстати, перезапускать не нужно, так что если скачаете еще модов, можете включить их сразу же. Например, я скачал мод Advanced Item Info и поместил в папку Mods. Теперь даже в настройках уже созданного ранее мира я могу включить его и, зайдя в мир, прописать команду AII, чтобы увидеть все предметы в игре и их подробные характеристики. С модификациями разобрались. Как установить карты? Например, сейчас на CurseForge уже доступна карта любимого многими режима Skyblock. Качаем ее так же, как и любой другой файл с CurseForge. И теперь внимание! В той же папке User Data, в которую мы попали по кнопке в лаунчере, находим папку Saves. Вам нужно не просто переместить, а распаковать скачанный архив мира туда. Если вы все сделали правильно, то, зайдя в список миров, вы увидите Skyblock и сможете сыграть в него. Интересный факт: если вы заглянете в папки миров, созданных вами, то увидите папку Mods, но лежат там не сами моды, а их конфигурация. А если заглянете в папку Mods Skyblock, то там будет целый jar-файл вспомогательного мода. То есть карты Hytale можно распространять сразу со встроенными модификациями. Что ж, сегодня на одну платформу для моддинга стало больше. Хоть мой канал в первую очередь посвящен контенту сообщества, созданному для Майнкрафта, Hytale я тоже не планирую обходить стороной, и вы увидите еще больше гайдов и интересных материалов в будущем. Так что подписывайтесь и делитесь моими роликами с друзьями. Приятной игры и до встречи в следующем ролике.